И погнали. Let's go. Двое китайских вагонов. Погнали. Привет. Это Дженнет. Извините, я взломала ролик, чтобы сказать, что мой блог Яндекс.Дзен находится в описании. Спасибо за внимание. Погнали. Смотрите видео. Различные страшилки всегда будоражили детскую фантазию. Чего только стоит Круто. повальное увлечение мелких спиногрызов Хаги-Ваги, Мишкой Фредди и легендарным подземным народом. В общем, всякая школота просто обожает крепоту. И это факт. Типа, американские дети еще в далеких 80-х втайне от родителей смотрели «Кошмар на улице Вязов» или какое-нибудь оно. А чем довольствовались советские дети? Одними байками про пиковую даму и подъезд, вызывающий диарею, сыт не будешь. Неужели в Советском Союзе совсем не делали хоррор-фильмов или каких-нибудь стрёмных анимаций? Ну, собственно, делали. И порой градус трэша, творящегося здесь, ничуть не меньше, чем у западных произведений. И вообще, вы почему такими вопросами задаетесь? Неужели не видели предыдущие 8 частей про страшные мульты Советского Союза? Нет? Ну тогда бегом смотреть по аннотации. А в этом видео я подготовил для вас очередную порцию самых стрёмных мультов советской эпохи. Все мультики с подборки залью себе в телеграм-канал, ссылка в описании. Ну а на связи Камилек. Обязательно ставь лайк на этот видос, подписывайся на канал и погнали! В этом видео не будет рекламы, так как я хочу просто вас настоятельно попросить заценить мой прошлый видос про все плагиаты черепашек-ниндзя. Я очень старался, а просмотров мало. А еще можете подписаться на мой телеграм и паблик ВК. С этого видео Не смотрели. Это все секунды. я ничего не заработаю, Но где-нибудь будет. Где-нибудь будет. так что рассчитываю на вас. Ссылка в описании. Итак, начнем с самого страшного советского мультфильма из нашего детства. Он подарил бессонные ночи миллионам школьников по всему миру. Ну, конечно же, это... Ну, погоди. Чё? И речь даже не про крипового робота Зайца, а про Ники 17-й выпуск, что был сделан после распада СССР. Но, тем не менее, вам это не мешало просить меня в комментариях под каждой из предыдущих 8 частей рассказать про эту серию. Да и тематика мульта все-таки советская. А потому в этой подборке он вполне себе имеет место быть. Так что просили, получайте. Только потом не жалуйтесь, что к вам во сне придет серенький волчок и укусит за бочок, после чего перегрызет глотку, вырвет сердце, а тело сожжет в канаве. Так, что-то меня далеко занесло. 17-я серия, ну погоди, дамы и господа. Сразу отмечу, что в 90-е бюджет сериям сильно понизили, потому анимация и аудиодорожка на порядок хуже, чем в оригинальных сериях, что уже вызывает какую-то тревогу и желание облить монитор святой водой. Тусклые цвета, грубые резкие звуки и дерганная анимация создают поистине жуткую атмосферу. Хотя начинается мульт довольно бодро. Любимые герои наваливают лютый флекс под новые треки Дим Димыча, после чего волк под шумок уводит зайца на улицу, где начинается какой-то трэш. На покрытой мраком улице под звон часов заяц начинает жутко деформироваться, превращаясь в уродливого монстра, после чего выпрыгивает прямо в экран ошарашенного юного зрителя. А потом идет сцена, где оказывается, что весь происходивший ужас — это сон поехавшего волка. Герой вскакивает с постели и ловит не менее жуткий скример из телевизора. Но на этом ужасы не заканчиваются. Волчара слышит стук в дверь и через глазок видит за ней перекачанных обезьян-мутантов. Казалось бы, у черепашек-ниндзя появились достойные соперники, но нет. Это все снова разыгравшаяся у волка шиза. За дверью оказывается заяц, что пришел поздравить Серого с днюхой. Вот только праздник явно не задался. И начинается уже привычная всем погоня, в ходе которой волка чуть не жирают зайцы-аборигены и даже подвешивают его над костром. В общем, эпизод реально какой-то чокнутый и жутковатый. Совершенно не это ожидаешь увидеть при просмотре «Ну погоди», а наткнуться на такое в детстве было бы крайне неприятно. Эпизод целиком
целиком найдете у меня в телеграм-канале. Но в целом тут все довольно лайтово. Ведь дальше нас ждет реальная жесть, которая ни в какое сравнение не идет с этой серией и вполне себе может нагнать страха. Допустим, мультфильм 77-го года, который назывался «Два клена». И вот это уже настоящий советский хоррор с некомфортной атмосферой, жуткими персонажами и пугающим сюжетом. Стартует произведение с тревожной музыки и жуткого темного леса, в самой глуши которого стоит стрёмная и неказистая избушка на курьих ножках. Зрителю показывают ее обитателей. Это реально криповый медведь, кот с собакой и безумно страшная баба-яга. Рожа зеленая, костлявая, рот без зубов, глаза бешеные, укуренные. Короче, увидеть эту бабку в детстве, она явно надолго бы стала спонсором моих ночных кошмаров. А то, как она носится в ступе по этому пугающему лесу, просто жесть какая-то. Да что уж говорить, даже обычные положительные персонажи тут смотрятся жутковато. Смотреть в эти пустые, угрюмые глаза, не чувствуя при этом тоску и панику, навряд ли получится. Сюжет строится на том, что Баба-Яга похищает двух рандомных пацанов с улицы. Их обеспокоенная мать отправляется на поиски. И далее следует крайне неуютная сцена, где отчаянная женщина ходит по мрачному лесу, рыдая о своих детях. Как вдруг к ней подходит тот самый медведь, говорит, что он добрый и предлагает помочь. Чуваку с такой мордой я бы, конечно, лучше не доверял, но мать решает ему поверить. Бурый отводит женщину к старухе, а Баба-Яга лишь ржет над горем женщины и говорит типа «найдешь своих детей, верну». А не найдешь, ну не верну, собственно. И благодаря помощи медведя, пёселя и кошака, которых бабка уже конкретно задолбала своей шизой, а также непонятно откуда прибежавшего третьего сына, женщине удается узнать, что ее дети навеки превращены в два клена. При этом пацаны все понимают и даже могут плакать. Прикиньте, насколько это жестко. В конце концов, герои тырят у бабки волшебную воду, благодаря которой пацанов удается спасти, а саму старуху навсегда запирают при помощи метлы в избушке на курьих ножках. Такой себе из нее колдун, конечно, раз дверь, припертая каким-то веником, для нее проблема. И на этом мультфильм заканчивается. Как вы видите, сюжет, атмосфера и анимация здесь крайне депрессивные и способны вызвать чувство страха. Но, как ни крути, мультик, несмотря на происходящую здесь жизнь, довольно добрый и имеет хороший конец. Чего не скажешь о следующем творении. А далее чехословацкий мультфильм. Решил добавить его в подборку, так как на момент его создания... Ё-моё, что это такое? Чехословакия была полностью под контролем СССР и имела с ним очень тесные связи. Потому подобные произведения вполне себе могли смотреть советские детишки, наравне с тем же чешским кротиком. Так что, чё бы о нем не рассказать. Итак, называется этот мульт «Последний фокус пана Шварцвальда и пана Эдгара». Повествует он о двух магах, которые решают, кто здесь босс качалки, и кидают друг другу магические понты, типа кто круче наколдует. Начинается мультфильм со стрёмной деревянной маски, по которой ползет жук. Человек снимает шляпу и здоровается со своим оппонентом, не менее жутким фокусником, а потом здоровается еще раз и еще раз. Это уже начинает напрягать, как вдруг один из колдунов встает и показывает свой первый фокус. Достает из шляпы деревянную рыбу, засовывает ее к себе в голову, где у мужика находится какая-то мясорубка, и вытаскивает обратно уже голый скелет. Фокус балдежный, зрителям заходит, но второй фокусник решает не отставать. Открывает себе голову, достает оттуда скрипку, начинает играть на ней, после чего из шляпы выпрыгивает криповый игрушечный конь и люто флексит под мелодию. На что другой фокусник показывает, что все это хрень полнейшая. И у него в голове нахрен целый оркестр поместился. Начинается, я не знаю, как это объяснить, сами смотрите. Его противник, понимая, что явно уступает, решает зайти с козырей. Выращивает из своей головы еще 3 и начинает ими жонглировать. В конце концов, все доходит до драки. Куклы отрывают друг от друга конечности и сносят бошки до тех пор, пока от мужиков не остаются одни лишь руки. Заканчивается мульт на демонстрации дохлого жука. И что это только что было? Мультфильм нагоняет крайне некомфортную атмосферу. Жуткие куклы, их стрёмные деформации, быстрый монтаж, безумный сюжет, как минимум, вызывают страх и недоумение. Создатель мультика сказал, что хотел показать этим творением, что человек является иррациональным и магическим существом. Спасибо, что пояснил, конечно. Но, как ни крути, битва фокусников сделана реально ярко и запоминается. Теперь это будет моя любимая аниме-битва сразу после боя Наруто и Саски и легендарного подземного народа. Из Чехословакии 60-х перенесемся в СССР начала 20-х годов. Да, анимация в стране активно развивалась даже в столь непростое время. Что неудивительно, мульт черно-белый. И, в общем-то, по-моему, любой черно-белый мультфильм смотрится жутко. Наложите этот фильтр на рандомную серию свинки Пеппы, и даже эта свинья покажется вам бездушным киллером, что на пару со своим братом держит... Да нет. Вот, например, простили меня туда. Это жуть.
В страхе весь город, запугивая население ручным динозавром. Однако тут, помимо вносящей щепотку жути старой примитивной анимации, юному зрителю то и дело тычут в лицо стрёмными изуродованными рожами. И все это под веселый музон, прошу заметить. Как такового сюжета у мультфильма нет. Это чисто плакат про проклятых буржуев, растянутый на 7 минут. Пропаганда официальной идеологии и ничего более, причем довольно криповая. Советские красноармейцы тут представлены такими красивыми улыбающимися парнишками, которые, тем не менее, любят покорчить какие-то безумные гримасы, что вам снится потом будут. А бизнесмены все поголовно уроды, толстые и пахнут пауками, блин. Вот эта ржака, конечно, лютейшая. Мы, кажется, наблюдаем за самым первым мемом про Гигачеда и Сайджака нафиг. Смотрите, тут даже карикатура на дядю Стэна есть. А чё, тоже буржуй, тоже богатый. Создатели прям в будущее глядели, реально. В общем, богачи в этом мультике занимаются всякой херней. Грабят, пьют кровь, пока их к херам с улыбкой на лице не перебивают красноармейцы. Кучка выживших буржуев пытается на башмаке улететь в космос. Но от Красной Армии не скрыться. Эти садисты уже вошли во вкус, потому не оставят в живых даже уже сдавшихся и бежавших на другую планету предпринимателей. Ну и в космосе, собственно, начинает происходить какая-то жесть и невнятный психодел, что крайне трудно комментировать. Даже сиськи показывают. Но без цензуры не покажу, забанят. Кому интересно, переходите ко мне в Телеграм. В конце концов, герои высаживаются на Марсе, видят, что там есть свои марсиане-буржуи и решают их тоже перебить. За что, непонятно. Но это не преступление, если тебе было весело, как говорится. Солдаты устраивают на Марсе какую-то лютейшую мясорубку, захватывают власть и... конец. Хотели показать красноармейцев героями, а показали чокнутыми психами, что вырезают всех без разбора и захватывают целые планеты, чисто случайно залетев. Вот примерно что-то такое и получается, когда смешивается искусство и пропаганда. И пока на Западе выходило что-то такое или такое, в Союзе клепали стрёмную пропаганду, которая ничего кроме ненависти не несет и ничего кроме страха не вызывает. А все потому, что искусство не обманешь. Хорошо, хоть в будущем исправятся. Справедливости ради, стрёмная анимационная пропаганда выходила в те времена и в Германии, и даже в Японии. Пропагандистское аниме. Как вам такое? Об этом я, кстати, рассказывал в своих прям уж совсем древних роликах. Попробуйте заценить, если сможете вытерпеть, конечно. Ну и по классике, всех тех, у кого от предыдущих мультов психика по какой-то причине не до конца ушаталась, я добью мультом из уже легендарного сборника «Обман зрения». В прошлой части мы разбирали первую серию, что называлась «Аменция». А сегодня разберем не менее жуткий аутизм. Даже заставка тут какая-то стрёмная. Обложка альбома «Кровосток», не иначе. Действия происходят в 60-е годы. Главный герой, казалось бы, обычный мальчик, стоит себе спокойно в какой-то степи, в компании... дверей, одна из которых, самая темная и мрачная, привлекает внимание малыша. Парень отворяет дверь и видит перед собой совершенно иной, жуткий и мрачный мир. Мальчишка заходит внутрь. Под тревожную музыку герой бродит по темным коридорам, пока не встречает мужика и собаку, что живут, в отличие от него, в двухмерном измерении. Собака, замечая мальчика, без проблем покидает свою мрачную стену. А вот у мужика с этим явно проблемы. Он начинает громко орать что-то невнятное, не понимая, как выйти за пределы своей плоскости. И вот честно, эти его громкие крики на протяжении нескольких минут, еще и на контрасте после тихой, спокойной музыки, начинают конкретно напрягать. А в конце и вовсе начинается какая-то безумная мешанина из воплей, гудения и прочих не самых приятных звуков, которые в конце концов завершаются взрывом. Мужик отчаянно лежит на полу, и вдруг до него доходит, как выйти из своего привычного мира. Ему удается вылезти в трехмерное пространство, где первым же делом он пытается прибить мальчика с собакой. На этом мультфильм заканчивается. И поначалу кажется, что ничего не понятно, но на самом деле весь мультфильм аллюзия на 60-е годы. Ну там Хрущев, оттепель, кукуруза, уход от тоталитарной системы, все дела. Мальчик, очевидно, олицетворяет молодое поколение, а мужик поколение сталинской эпохи, что выросло вот в этом вот мрачном двухмерном мире и не может принять новые реалии. Конфликт поколений, короче, извечная тема. Настолько же вечная, как моя к вам просьба подписаться на канал. 95% зрителей смотрят меня без подписки. У меня еще ходит 2 баскетбольных дождика. А у них вот 4. По какой причине, хрен его знает. Исправляйте, пожалуйста. Ну а если вам понравилось видео, то ставьте лайк и посмотрите, пожалуйста, мой прошлый ролик про все плагиаты черепашек-ниндзя. Делать его было очень трудно. Минуты. Лайк, обязательно, посмотрите видео. Всем удачи, всем пока, врачку. Собекуся, пока. Понятно, видим, всегда будет. Удачи. Пока.